Мужчины, честно, как часто вы мастурбируете? Раз в день? 3 раза в неделю? А задумывались ли вы, что неправильная техника может привести к простатиту? И сегодня мы поговорим о том, о чем все молчат. Знаете, что самое интересное? Каждый третий мужчина после 40 делает одну критическую ошибку. И через 10 лет это оборачивается проблемами, которые можно было предотвратить. Сегодня разберем 5 ошибок в мастурбации, которые медленно разрушают вашу простату. Обещаю, без стыда. Только факты и конкретные решения, что делать. К концу видео вы будете знать, как делать правильно и почему это важно. Поехали! Начнем с самого главного вопроса, который мне задают постоянно. Как часто можно мастурбировать, чтобы не навредить простате? Слушайте, я вам как уролог скажу, нет универсального ответа для всех. Но есть критический момент, который большинство игнорирует совсем. Ошибка номер 1 – это крайности. Слишком часто или слишком редко. Давайте разберемся, что происходит с простатой при разной частоте. Представьте, простата – это железа, которая производит секрет постоянно, каждый день. Если вы мастурбируете слишком редко, например, раз в 2 недели, этот секрет застаивается. Застой приводит к воспалению, бактерии размножаются, начинается простатит. Это как оставить воду в ведре на месяц, она протухнет. Но обратная крайность тоже опасна. Мастурбация 3-4 раза в день, знаете, что происходит? Простата работает на износ. Постоянная выработка секрета. Мышцы тазового дна постоянно напряжены, они не успевают восстановиться. Это как бегать марафон каждый день без отдыха. Организм сломается. На прошлой неделе ко мне пришел пациент 54 года. Жалобы. Дискомфорт при мочеиспускании, слабая струя, просыпается ночью 3 раза. Я спрашиваю, как часто мастурбируете? Он краснеет, отводит взгляд, говорит каждый день, иногда 2 раза. Стресс на работе, способ расслабиться. Вот она причина. Перегрузка простаты годами без перерыва. Так, какая частота правильная? Слушайте внимательно, это важно. После 40 лет оптимальная частота 2-3 раза в неделю максимум. Это дает простате время восстановиться, но не допускает застоя секрета. Если либидо выше, можно чаще, но обязательно делайте перерывы 1-2 дня. Запомните, ваша простата не машина, которая работает круглосуточно. Она живая. Но частота – это еще не все. Есть вещь опаснее. Ошибка номер 2 – задержка эякуляции. Многие мужчины делают это постоянно. Что это значит? Вы близки к финалу. Но специально останавливаетесь, сдерживаетесь. Цель – продлить удовольствие. Сделать процесс дольше кажется логичным, да? Но знаете, что происходит? Внутри мышцы тазового дна получают сигнал сократиться. Вы их напрягаете, задерживаете эякуляцию, они остаются в спазме. Просто-то уже готово выбросить секрет, но вы блокируете этот процесс искусственно. Представьте, вы сильно хотите чихнуть, но зажимаете нос-рот. Давление идет внутрь, в пазухи уши может что-то повредиться. Тот же принцип с простатой. Задерживаете эякуляцию, давление растет внутри железы. Со временем это приводит к хроническому напряжению мышц, воспалению простаты. Потом приходят симптомы. Боль в промежности, слабая эрекция, проблемы с мочеиспусканием. И у меня был пациент, 48 лет, занимался тантрой годами. Практиковал задержку оргазма, считал, что это духовная практика, полезная. Результат – хронический простатит, боль, которая не проходит месяцами. Мы 3 месяца лечили массаж, физиотерапия, расслабление мышц. Что делать правильно? Не задерживайте эякуляцию никогда. Если чувствуете приближение финала, дайте телу завершить процесс естественно. Ваша простата скажет спасибо, поверьте мне как урологу. Окей, идем дальше. 3-я ошибка, и она касается техники напрямую. Ошибка номер 3 – агрессивная техника. Слишком жесткий хват, сильное давление. Многие мужчины думают, чем сильнее, тем лучше. Это ошибка большая. Уретра – это нежная трубка внутри пениса. Она не рассчитана на грубость. Когда вы сжимаете слишком сильно или трете агрессивно, возникают микротравмы. Микротравмы копятся. Воспаление переходит на простату через семенные протоки. Плюс жесткий хват может повредить нервные окончания. Со временем чувствительность падает. Потом мужчине нужна все более сильная стимуляция, чтобы достичь оргазма. Это замкнутый круг. Грубость дает микротравмы, теряется чувствительность. Нужна еще большая грубость. Что делать? Используйте мягкий хват, не сжимайте как тиски. Обязательно лубрикант. Это не стыдно, это забота о здоровье. Движения плавные, без рывков, спешки, агрессии. Представьте нежный массаж. Ваша цель – удовольствие без вреда, а не олимпийский рекорд. Кстати, знаете, что удивляет меня больше всего в практике? 4-я ошибка – спешка. Большинство мужчин делают это быстро, 5 минут максимум. Цель – быстрее закончить, получить разрядку, вернуться к делам. Но знаете, что происходит при быстрой эякуляции? Простата опорожняется не полностью. Часть секрета остается внутри железы. Это опять застой. Плюс мышцы тазового дна не успевают расслабиться правильно.
они остаются напряженными. Представьте, вы бежите, спринт, финишируете, резко останавливаетесь, пульс высокий, дыхание сбито, мышцы в тонусе, они не расслабились. Правильно, после бега нужна заминка, ходьба, растяжка, постепенное восстановление. Тот же принцип с мастурбацией. Нужно время, чтобы все завершилось правильно. Оптимальная длительность – минимум 10-15 минут, не меньше. Это дает простате время полностью опорожниться, выбросить весь секрет. Мышцы расслабляются постепенно, без резких спазмов напряжения. Не гонитесь за скоростью. Получайте удовольствие и пользу одновременно. Окей, и теперь самая неочевидная ошибка, которую почти никто не знает. Ошибка номер 5. Игнорирование простаты. Фокус только на пенисе. Большинство мужчин стимулирует только половой член, а простата остается без внимания. Но послушайте, простата – это железа, которой нужна стимуляция для здоровья. Когда вы массируете простату снаружи или изнутри, улучшается кровообращение. Секрет. Выходит, полностью не застаивается. Это профилактика простатита. Я понимаю, это звучит странно для многих мужчин. Массаж простаты – табу. Но знаете что? Это ваше здоровье, а не чужое мнение. Есть два способа: внешний массаж промежности и внутренний, через прямую кишку. Внешний массаж простой. Между мошонкой и анусом там чувствуется небольшое уплотнение. Массируйте круговыми движениями мягко, 2-3 минуты, 1-2 раза в неделю. Это улучшает кровоток в простате, снимает застой без инвазивного вмешательства. Внутренний массаж эффективнее, но требует больше смелости и подготовки. Если решитесь, используйте перчатку, лубрикант. Гигиена критически важна, всегда. Простата находится примерно на 5 см внутри по направлению к пупку. Нащупайте небольшую округлую железу размером с грецкий орех. Массируйте мягко, приходите. Касайтесь движениями, не давите сильно. 1-2 минуты достаточно, не переусердствуйте, особенно если впервые. У меня был пациент, 60 лет, начал делать внешний массаж. Через месяц говорит доктор: я забыл, когда последний раз вставал ночью. Раньше 3-4 раза, теперь сплю до утра. Это работает, проверено, годами практики, сотнями пациентов. Хорошо, давайте резюмируем все, что мы разобрали сегодня. 5 ошибок в мастурбации, которые разрушают простату. Запоминайте. Ошибка 1. Крайности частоты. Слишком часто или слишком редко? Правильно, 2-3 раза в неделю. После 40 это оптимум. Ошибка 2. Задержка эякуляции. Создает давление, воспаление, хронический спазм. Правильно, не задерживайте. Дайте телу завершить. Естественно, всегда. Ошибка 3. Агрессивная техника. Жесткий хват, микротравмы, потери чувствительности. Правильно, мягко, плавно, с лубрикантом, забота о ткани. Ошибка 4. Спешка. Неполное опорожнение простаты, застой секрета. Правильно, минимум 10-15 минут дайте время процессу. Ошибка 5. Игнорирование простаты. Фокус только на половом члене. Правильный массаж промежности 1-2 раза в неделю, профилактика простатита. Знаете, что самое важное из всего, что я сказала? Мастурбация после 40 – это не стыдно. Это часть здоровья мужского. Простата нуждается в регулярном опорожнении. Это физиология, не грех. Но делать нужно правильно. Иначе вред больше, чем польза. Следуйте этим 5 правилам, и ваша простата будет здоровой годами. Если уже есть симптомы, дискомфорт, частое мочеиспускание, боль, не тяните время. Идите к урологу, проверьтесь, сделайте УЗИ, анализы. Простатит на ранней стадии лечится легко, запущенный годами. Еще важный момент. Многие спрашивают, а нужна ли мастурбация вообще? Может, лучше воздержание полное? Отказаться совсем от этого. Слушайте, длительное воздержание тоже вредно для простаты. Застой неизбежен. Если нет регулярной половой жизни, мастурбация необходима как профилактика. Золотая середина. 2-3 раза в неделю, правильная техника, массаж промежности. Это формула здоровой простаты после 40. Запишите ее. Кстати, если партнер есть, обсудите массаж простаты с ним. Это может быть частью интимной жизни, приятно и полезно одновременно. Многие пары открывают для себя новые ощущения, укрепляют близость. Главное – открытость, честность, без стыда предрассудков между вами. Ваше здоровье важнее чужих мнений. Всегда. Помните об этом. Окей, мужчины, если это видео помогло вам, поставьте лайк. Это покажет алгоритму, что тема важная. Нужно больше таких разговоров. Подпишитесь на канал, если хотите честных разговоров о мужском здоровье. Без стыда, без табу. Только факты. Наука, практика. Напишите в комментариях, какую тему разобрать следующую. Эректильная дисфункция, либидо, простатит. Выбирайте. Я отвечу на все. И помните, вы не одиноки. Миллионы мужчин сталкиваются с этим. Разница в том, кто молчит, стыдится, а кто действует, заботится.